желчегонных препаратов в небольшом количестве, а также вещества гепакс. Наташа Казакова, скажите, может ли человек управлять тобой на расстоянии, или это все бред? Я считаю, что есть люди, которые могут управлять другими людьми на расстоянии. Но это люди, которые специально развивают у себя такие способности. Может ли обычный человек влиять на другого человека и заставлять его что-либо делать? Скорее всего, нет. То есть другой человек может создать для этого человека неприятную ситуацию или даже заболевание, но управлять на расстоянии нет. Но я хочу вам сказать, что есть такие психические заболевания, как, допустим, психологические заболевания, невроз, который может привести человека к появлению, допустим, депрессии или тревожных состояний. Может сформироваться, допустим, повторяющаяся идея, как, допустим, во время появления синдрома Кандинского-Клерамбо, это автоматическое повторение или выход из повторения путем автоматического решения. То есть это могут быть такие заболевания, на которые необходимо обращать внимание, но не искать их причины в психологии или в психосоматике, а искать причины и находить выход в гормонах коры головного мозга, дофамин, серотонин и так далее. Холин, определять нейропептиды, и после чего все-таки подбирать те препараты, которые могут вот это все восстановить. То есть это очень несложный процесс лечения. Возможно, врач вам сможет назначить, определить точно, к какому из состояний чем вы болеете, и после чего назначит правильное лечение. Не стоит бояться или не стоит переживать, что у вас есть психическое отклонение. Вот смотрите, разве человек должен стесняться, что он болеет гипертоническим заболеванием сердца? Разве человек может стесняться, что он болеет, допустим, глаукомой или катарактой? Вы должны знать, что геморроидальный узел у человека, или молочница, или, допустим, аппендикс, или, допустим, пневмония, или катаракта, или аллопеция даже. Это все естественные заболевания человека. Каждый человек может этим болеть. Именно поэтому даже психические отклонения, психиатрические заболевания. Это все ни один человек от этого не застрахован. Именно поэтому я хочу сказать вам, что стесняться или бояться этого не стоит. Принимайте себя, не страдайте, не ищите первопричин, не слушайте никаких бабок. Обращайтесь к психиатру, поверьте мне, в большинстве случаев это очень несложное лечение. Обычно это нейролептик, возможно, это квитерон на ночь или сироквель, это я не знаю, возможно, это флуоксетин или еще что-то. Опять-таки понять сможет только психиатр, то есть он сможет определить, нет ли у вас эпилептических синдромов, нет ли у вас состояние тревожности, или у вас панические атаки, или вы в депрессии находитесь и так далее. И это очень несложно начать лечить. Поэтому не нужно думать о том, что кто-то управляет вами. У обычных людей, которые живут обычной жизнью, не появляется таких идей. Именно от того, что у человека появляется эта идея, и это и говорит о том, что у человека есть психиатрическое отклонение. Спросите у любого знакомого вам человека, есть ли у него или появляется ли у него идея, что кто-то на расстоянии им управляет. И не нужно считать бред, потому что в слове бред, я считаю, находится угроза. Почему? Относитесь уважительно к тем состояниям, которые у вас возникают. Просто унижая эти состояния, вы ограничиваете себя, вы боитесь этих состояний. И унижая себя вот таким образом, вы отдаляете возможность стать вновь самым хорошим, обычным и совершенно здоровым человеком, ухудшая, в общем-то.
Людмила Коваль, я ученица ступени, безгранично благодарна вам за труд, умение, работаю, участвовала на практике Золотой Будда, делаю практики, сажусь в зеркало, бутылку врагов, по практике обнимаюсь и танцую, у меня ничего не получается. Они как ненавидели, так и ненавидят меня, говорят гадости, врут. Пожалуйста, подскажите, что мне еще делать? Вот смотрите, я вам сейчас объясню. В тот момент, когда человек, вот еще раз, в тот момент, когда человек считает, что он должен обезопасить себя от тех людей, которые есть, то он должен знать, почему это происходит. Когда человек, это тоже все связано с элементом любви. Когда человек начинает агрессивно себя вести, допустим, по отношению к вам, то что конкретно хочет этот человек? Давайте я скажу. Если человек по отношению к вам ведет себя агрессивно, допустим, в семье, то что хочет этот человек? Пока это рассмотрим. Что он хочет? Допустим, там мама плохо относится ко мне, там близкие, там тираны меня обижают, унижают, они плохо ко мне относятся. Что же они хотят? Я вам хочу сказать, что когда человек живет, то он хочет быть кому-то нужным. А также проявлением любви является элемент, когда человек безвозмездно что-либо для кого-либо делает. То есть вот мое служение детям является моим проявлением к ним любви. А есть другой тип людей. Это другой тип людей, которые за счет эгоизма навязывают свою любовь. Они говорят, ты должна, и там звони мне обязательно, ты еще какая-то, еще какая-то. И я хочу вам дать совет. Вы знаете, почему у вас постоянно столкновения с такими людьми происходит? Потому что вы должны с ними согласиться. Говорят вам, ты какашка, говорите, да, я какашка, мы все какашки. Не берите, не верьте этим людям. Говорите то, чему я вас научу. Допустим, вам человек говорит, вы какашки, там, негодяи, там, как ты себя ведешь с мужем, ты там такая. И вы говорите, да, да, каюсь, да, я очень часто такая, но я искренне стараюсь измениться. Я буду все делать для вас, мама, чтобы измениться на 100% и быть такой, какой вы в меня видите или какой вы хотите. А вообще я вас очень ценю, и ваше каждое слово ценю, потому что оно дорогое для меня. И вообще я для вас приготовила вот подарочек, напекла вам мантов в вашу Божью душу, мать. И после чего вот эта мама, она будет по-другому относиться. Поверьте мне, они хотят любви, но они это делают, они ее требуют, они требуют внимания, и они хотят, чтобы вы это внимание сделали. Не обломится вам, когда человек говорит, а как же моя нравственность, как же мое мнение и так далее. Зачем вам это? Зачем вам это? У меня была одна женщина, она говорит, а я ему говорю, не хочу. А я говорю, а ты не говори не хочу, ты говори, я не могу, потому что у меня там что-то болит. Она говорит, как это? Ну так это. Он говорит, там, Людочка, Люда, принеси мне там то-то, то-то. Вы говорите, я не могу тебе принести, Сашечка, потому что у меня болит спинка. Будь другом, сделай это сам, пожалуйста, для меня. Будем друг друга беречь. Когда я ей это говорил, у нее глаза расширялись. Она говорит, я вообще никогда не думала, что так может быть. Я говорю, ну а вы начните. И потом она мне говорит, вы представляете, это очень изменило моего мужа. Почему? Он начал лучше ко мне относиться. Приходит и говорит, Люда, открой мне форточку. Я говорю, не могу, Сашечка, я себя плохо чувствую. Давай сам форточку откроешь. После этого он говорит, встал, сам открыл форточку. Я говорю, спасибо, и нам всем вместе будет тепло. А также говорю, если он вас просит что-то делать, вы его просите, чтобы он знал, что это совместно. Поэтому если человек вам приказывает и говорит, сделай это, начните его просить. Обычно человек думает и боится что-либо делать. Вот как я эту женщину обучал. Ей муж говорил, открой форточку. Она говорит, Сашечка, сделай то-то, то-то. И он говорил, хорошо. И вот видите, он ее просил что-то сделать, она его. Он ей Сашечка, она ему Людочка, как в этом фильме «Любовь и голуби».
Ну и вернемся все-таки. И что же делать, чтобы враги отцепились? Хочу вам сказать, смотрите, мои друзья, враги фактически являются прообразом фекалий, говна, самого настоящего. Пусть меня Бог простит за эти слова. Духовный учитель ругается, видите. Совершенно недавно, там несколько дней назад, было выпущено компанией Торонто видео такое, где они там каким-то образом дискриминируют мне там какие-то, инкриминируют мне какие-то там негативные высказывания, там, считают, что я что-то не так или так делаю, там, организовал свою секту и так далее. И сразу же создается такой вопрос. Это же ушат грязи, то есть они это выливают, как на это необходимо реагировать? Я хочу вам сказать, уважаемые друзья, первое, то, что они говорят, это неправда. Доказать им это невозможно. Первое, почему невозможно доказать? Для того, чтобы умный человек дураку что-либо доказал, он должен разговаривать с ним на одном языке. И обучить его либо своему уму, либо опуститься до его уровня и разговаривать с ним на его уровне. Так вот, умному человеку бесполезно доказывать что-то дураку, потому что, имея ум, опуститься на уровень дурака невозможно. И, естественно, это самая большая проблема. Поэтому в случае, если вы умный человек, вы дураку доказывать ничего не будете никогда. Почему? Он не поймет. Это бесполезно делать. Второе, если это говно, которое люди выливают, то тогда оно в свою очередь может меня загрязнить. Поэтому если я на него обращаю внимание и прикасаюсь к нему, то я сам могу быть человеком пахнущим. Поэтому первое, не обращайте на это внимания. Второе, говно может превратиться в навоз. А навоз в свое время может превратиться в самое настоящее удобрение. А в хорошем удобрении проявляются очень хорошие условия для развития чего-то хорошего. Именно поэтому, если на вас льют, если на вас говорят, если против вас ведут, то необращение внимания со временем создаст условия, при котором вы начнете процветать. Главное, не прикасайтесь к этому. И тут сразу же момент, Андрей Андреевич, ну а как же тогда справляться с этим состоянием, которое у меня возникает, когда я слышу эту информацию и начинает она меня раздражать и так далее? Есть эзотерический метод. Возьмите листок бумаги и напишите на этом листе бумаги историю о том, как бы вы им отомстили. Говорю это серьезно, потому что это исключительно психическая проблема, исключительно психологическая. И накапливать в себе вот такую гадость не нужно. Вам необходимо написать статью. Вот, допустим, взяли лист бумаги и напишите статью. Допустим, там есть люди, которые против вас что-то плохое говорят. А вы напишите статью для себя на листе бумаги, допустим, почему вы считаете, что они негодяи и не должны этого делать, потому что они там, и начните писать это, и после этого придумайте, как бы вы хотели этим людям отомстить. Написанное намерение на бумаге сложите и положите где-нибудь. Теперь это будет являться письменным договором между их злом и вашей нейроидеей. Данная нейроидея, которая написана у вас на бумаге, создаст условия, поверьте мне, при котором они больше никогда в своей жизни не захотят делать вам ничего плохого. Это удивительный такой метод, поверьте мне, он 100% работает. И следующее. Задайте себе вопрос. Если вам рассказывают о том, как плохо к вам относится кто-либо на рынке, тогда спросите у того человека, кто вам это рассказывает, для чего он это делает, какую он цель преследует, зачем вам это знать. Жили бы вы себе и ничего ни о ком бы не знали. Кто этот человек? Как пел в свое время, а тот, кто крикнул из ветвей, жираф большой, ему виднее. Помните, в этой песне говорится, что а кто же виноват? Вот тот, кто кричал, тот и виноват. Так что был прав Владимир Высоцкий, когда говорил, что жираф-то ни в чем не виноват, а вот тот, кто попугай, больше всех виноват. Именно поэтому тот человек, который говорит вам о чем-то плохом на рынке и доносит чужие слова для вас, он и является тем попугаем, которого необходимо от себя отставить как можно дальше и больше не заморачиваться. Ну и теперь вы знаете, как к этому всему можно относиться.
Здесь сразу же хочется мне как бы оппонировать и сказать: Андрей Андреевич, ну вы же не правы. Такие же не правы, потому что есть же политики. Эти политики такие плохие. Они обижают людей, выгоняют, они используют и так далее. И с этими людьми почему тогда с ними ничего не происходит? Ведь они не заботятся о людях, не думают о пенсионерах, ведут себя припоганнейшим образом. То есть главные вопросы — это вопросы языка, а вопросы, как будут жить там предприниматели или как будут жить пенсионеры, чем они будут платить за газ, на это никто не обращает внимания. То есть есть другие вопросы, они глобальные, важные. Так в последнее время я наблюдаю, как там президенты постсоветских стран, они говорят о том, что там президент России говорит, что вот Украина, главное это внешнее там влияние и так далее. А кто же будет думать о своих-то? А как же пенсионеры, а как же дороги? Ведь разве это не важно? Разве это не важно, как дети себя чувствуют в педиатрических отделениях летом без кондиционеров? Разве это не важно? Разве сейчас прививание не важнее, вернее, разве сейчас выживание пенсионеров не важнее прививания? Просто прививание ставится на элемент гораздо важный, чем пенсия. Но я хочу сказать, что если пенсии будут оставаться в таком же размере, то некого будет прививать в дальнейшем. Потому что этим людям просто ничего не остается, как просто умереть от заболеваний и все. Ну и конечно же, тут такой вопрос. Но если эти люди вот такие ведут себя как бы не эзотерично, то тогда, Андрей Андреевич, почему в их жизни ничего не происходит? А я могу вам сказать, все связано вот с чем. Когда человек ворует, то он остается должным. И этот человек, как обычно, становится должным. А что такое быть должным? Когда человек должным, это человек, который должен эмоции. Смотрите, когда человек имеет долг, то это человек, который имеет людей, которые хотят сделать этому человеку больно. Именно поэтому, если человек должен, то он нарабатывает много людей, которые в его сторону посылают долг. И тут такой вариант. Почему же тогда накопившийся долг этого человека не делает этому человеку зло? Ответ тоже есть. Первый ответ. В советское время, когда были партийные руководители, ну, допустим, возьмем знаменитого, мною любимого руководителя Леонида Ильича Брежнева, мне он очень нравился, я заслуженно его считаю одним из величайших, наверное, руководителей Советского Союза, потому что этот человек после войны восстановил Полтаву, город Харьков построил, или за счет него восстановилась тяжелая промышленность в этих городах, и, в общем-то, этот человек создал и Донецк, и создал Днепродзержинск, металлургические комбинаты и так далее. Один человек смог сделать так много, и больше на самом деле, чем все наши правители после советского пространства за все время своего правления. Я, допустим, не знаю ни одного человека в постсоветском пространстве, который бы сделал металлургический комбинат. Или который бы, то есть все эксплуатируют то, что было построено в Советском Союзе, но никто не создал нового чего-либо, ну не о них. Но при этом этот же человек, он был не очень... как бы не очень добрых правил, как говорил в свое время Пушкин. Ну и, конечно, этот человек создавал вокруг себя и противодействующие элементы. И когда противодействующие элементы появлялись, это создавало долг, боли, который он был должен большому количеству людей, которые его ненавидели. И на чем это проявилось? Скажите, если сейчас потомки Брежнева, я хочу вам сказать, есть Галина, есть ее дочь, это внучка уже Леонида Ильича, и, насколько я знаю, судьба этих людей плачевна. То есть судьба этих людей достаточно плачевна, и можно сказать, что долг Леонид Ильич выплатил в своих потомках. Но наши правители нашего времени, они уже другие. Наши правители нашего времени уже эзотерики, потому что эзотерика управляет миром. И они знают, что такой долг, который они делают, необходимо выплатить. Именно поэтому они проводят обряды. Они проводят обряды эзотерические, то есть они проводят обряды, посвящая вот этим долгам, которые они накопили, создавая обряд выплаты этого долга определенному созданному Богу. И обряд этот они как бы отдают долг тем людям, которым они должны,
создавая боль у других людей. То есть они уничтожают этих людей, допустим, все знают об обрядах, которые проводятся, и это очень часто встречается, допустим, там в интернете, о том, как проводят обряды там, цари, или о том, как проводят обряды там, нехорошие и так далее. Ну вот такие обряды проводятся в виде терактов, которые непонятно кто и непонятно почему проводит. И вот таким образом войн, которые не по непонятным причинам появляются, они никому не нужны, а их проводят. Таким образом происходит откуп. То есть цари откупаются тем, что там убивают кого-то, и откупаются от того зла, которое доставили другим людям. Вы поняли? Таким образом жизнь одних происходит, как бы убиение жизни одних происходит в виде откупа для тех, кому они делали больно. Поэтому изменяется к ним отношение. Тех людей, которые говорят о том, что, допустим, Андрей Андреевич, я вот решила заниматься вашими эзотерическими практиками, использую ваши эзотерические методы, смотрю на символы Sunshine Cocon, обретения богатства, читаю коды обретения богатства, мантры обретения богатства, выполняю практики и прохожу сангая по обретению материального благополучия. Но в моей жизни не происходит ничего. Раз, становится только хуже. Два, и с моим бизнесом что-то происходит плохое. Три. И здесь объяснение нужно мне, почему у меня ничего не получается, в чем же дело. Рассказываю, когда человек обычный, не занимающийся никакими эзотерическими практиками, начинает заниматься бизнесом, то он должен страдать, потеть, у него должны быть страхи, стрессы, у него должны быть неприятности, приятности, он должен вечером измученный домой приходить, он должен переживать по поводу того, что получится или не получится, то есть выделять эту психическую энергию. А тот человек, который сидит дома и читает мантры, там мантры денег или мантры, или там символы какие-то, и ничего не делает, то что-то должно произойти. Хочу вам напомнить начало нашего разговора. Я вам говорил о том, что с нами происходит именно то, что мы чувствуем. Именно поэтому человек, который хочет развить бизнес, но при этом этот бизнес-интернет или просто начать получать деньги, он должен знать, что ему куда-то нужно отдать свои чувства. Какие? Они должны быть те, которые заставят человека страдать. Смотрите, ребенок шел, упал, ударился. Так же у человека. И вот что происходит. Обычно человек, который, допустим, говорит, я буду привлекать в жизнь материальное благополучие. И смоделируем ситуацию. Это, допустим, женщина, которая там пенсионерка или еще не имеет работы. С ней живет мужчина и живут двое детей. И она говорит, я помогу всем. Я начну читать под уйкой его мантры, коды, смотреть на символы, носить символы. И буду приобретать или увеличивать приток, буду открывать потоки материального благополучия, и у меня будет все хорошо. И что начинается? Она почитала, муж был нормальным, вечером приходит и, вытаращив глаза, начинает придираться по любому поводу, орет, бесится, дети начинают оскорблять, здоровье начинает шалить, начинает болеть сердце, ноги отекают, голова болит и так далее. И человек начинает ругаться, то есть он говорит, я отстаиваю там такую точку зрения и так далее, начинает нервничать, психовать и так далее. Что это происходит? Так вот, ответ этому есть. Смотрите, это ваш расчет. То есть так бы вы в бизнесе начинали горбатиться, с кем-то скандалить, там что-то делать, так вы еще не начав бизнес, уже привлекли из этого бизнеса неудачи. И они начинают эмоционально проявляться, то есть вы уже оплачиваете будущий бизнес себе. Вот таким образом. Но что нужно сделать? Нужно помнить. И нужно помнить вот что. Смотрите, если вы читаете, допустим, эзотерику денег, или читаете, или практикуете эзотерические методы привлечения материального благополучия, и находитесь вот в этом состоянии комфорта, вы хотите много денег, у вас есть магия, которой вы занимаетесь, и это приходит к скандалам,
Это связано с тем, что деньги должны прийти, это связано с усилиями, которые должен человек произвести, физические и эмоциональные. Так бы и произошло в обычной жизни, если был бы настоящий труд и деятельность. Кстати, любое преодоление данной трудности начинается с принятия. Именно поэтому хочу вас научить. Смотрите. Очень часто, допустим, люди делают так. Люди делают так. Они почитали, допустим, какие-нибудь мантры, после чего у них появляются неприятности дома. Допустим, муж приходит бешеный и говорит: ты мне перестала нравиться, ты дура, задолбала, пошла ты в попу и так далее. Что в этот момент может сделать женщина? Вы должны знать, что в это время этот мужчина не является человеком, который к вам плохо относится. Может быть, я сейчас позже об этом скажу, он таким образом проявляет любовь. Сейчас я об этом тоже скажу. Но вы совершаете ошибку, вы начинаете обижаться, злиться, нервничать, доказывать, придираться, беситься, еще что-то делать и так далее. То есть начинаете создавать процесс агрессии, агрессивного поведения. А что нужно? Надо научиться принимать. Это одна из особенностей. Болит нога, говорите: ой, болит нога, ну ничего, пройдет. Вот кто-то начинает, вот смотрите, вы почитали мантру денег, а у вас дома скандал. Муж говорит: я не хочу, чтобы ты этим занималась. Говорите: я не буду больше этим заниматься, я вообще тебя люблю. Ты мне не нравишься. А что тебе конкретно не нравится во мне? Мне не нравится, что ты полная. Вы говорите: ну чего страшного, я просто сейчас не могу похудеть, но я стараюсь, я вот буду меньше кушать. Главное, чтобы сохранить семью, я так берегу нашими отношениями, я тебя обожаю. Почему? Не сражайтесь, не обижайтесь, не выясняйте. Допустим, женщина, вы пришли домой, читаете мантры, вы мужчина, она: сколько можно, ты вообще дома не забыл, что ты там сидишь с этими мантрами? Вы говорите: чего ты хочешь? Этот человек говорит: я хочу, чтобы ты не занималась больше. Говорите: хорошо, я больше не буду, специально это буду для тебя больше не делать. Дело в том, что вы должны понимать, если вы соглашаетесь, то это решает проблему. Старайтесь максимально соглашаться. Ваше согласие есть элемент вашего преодоления и вашей борьбы. Это вас же проверяет мир, вас же проверяет на то, насколько вы можете проявить усилия. Орать друг на друга — это без усилий, это демоны в вас колбасят вас. А вот согласиться — это и есть элемент, который является проверкой. Вот смотрите, вы почитали мантры, вы почитали там что-то, или что-то происходит. В этот момент старайтесь на протяжении дня, особенно с близкими, соглашаться. То есть они говорят: мама, сколько можно? Говорите: дочь, я согласна, я буду делать, как ты хочешь. Все взаимно, все ради нашей любви, все только для нас. Хотя для себя можете сказать: вы ни при чем. Это вас проверяют высшие силы. Вот именно это и переведет вас на новый. Знакомый нашел около своего дачного участка камень, похожий на янтарь. Я про себя подумала, что наг. Он предложил его мне. Я, не беря в руки, отказалась. Вопрос: почему? Есть хорошая пословица: дают — бери, бьют — беги. Никогда, в случае, если вам что-то дарят, не отказывайтесь. Таким образом вы от себя отталкиваете фортуну. Что бы вам ни дарили, кроме бомбы и ядовитых грибов и наркотиков и алкоголя, никогда не... И алкоголь принимайте, если он закупорен. В случае, если вы это делаете, вообще... Вот смотрите, если вы работаете на госслужбе и вам преподнесли какой-либо подарок, обязательно этот подарок возьмите и отнесите его домой. Почему? Так проявляется по отношению к вам элемент фортуны. Не нужно ни благодарности, ни неблагодарности, просто заберите. Даже если вам подарок не нравится, его необходимо принести домой. Когда он у вас переночует, то после этого этот подарок является уже вашим предметом. Вы его можете либо дарить, либо выкинуть, все что угодно с ним делать. Но никогда в своей жизни не отказывайтесь от подарка. Не отталкивайте от себя то, что дает вам жизнь. Кузьмина Татьяна: вы рассказали про море, в какое время море забирает проблемы и в какое дает здоровье.
Море на протяжении всего дня забирает проблемы человека. Если человек смотрит на море, его проблемы и болезни уходят. Но здоровому человеку на море смотреть не нужно, потому что море может забрать здоровье. А когда море забирает вообще, когда море дает что-либо? Море дает, и есть некие такие ворота, которые открываются в 11 часов вечера и заканчиваются в час ночи. Если человек ночью с 11 до часа смотрит за линию горизонта в темное море, то такое темное море, оно может помочь ему реализовать его желания. И такое море может помочь человеку стать очень молодым, красивым и добрым. Это очень эффективная практика. Есть еще эзотерическая практика накручивания женихов. Если вы сейчас поедете на море, то обязательно накрутите себе женихов. Необходимо зайти по горло в море. Необходимо, желательно, чтобы это было в вечернее время больше, чем в дневное. И не закрывая глаза и не думая ни о ком, держа руки так, чтобы они лежали на воде, крутитесь против часовой стрелки. Ничего при этом произносить не нужно. Это знаменитый арабский метод, который помогает человеку накрутить женихов. Обычно в случае, если полнолуние, то лучше работает. Если нет полнолуния, чуть-чуть хуже. Также в случае, если вы боретесь и хотите, чтобы правда была на вашей стороне, всегда помните. Для того, чтобы правда была на стороне вашей, вы должны игнорировать зло. А игнорировать зло — это быть холодным ко злу. Таким образом, если у вас суд и это вас возмущает, вы злитесь, ругаетесь, материтесь, всем рассказываете, вы его проиграете. Потому что побеждает тот, кто более хладнокровен. Игнорируйте зло, будьте холодными к злу, не страдайте из-за зла, тогда вы будете всегда в выигрыше. Вот в этом случае вам код поможет. А если вы будете обвинять всех, рассказывать об этом, то вы никогда в жизни ничего не сделаете. Я вообще когда-то говорил, не критикуйте, не ругайте, не обвиняйте, радуйтесь. Таким образом жизнь будет другой. Ну а вы в основном вновь начинаете мне то же самое писать и говорить о том, что в 2000-м заняли кому-то деньги, этот человек послал вас и так далее. Зачем это тянуть? Махните рукой, не об этом вообще не думайте, деньги вернете. Андрей Андреевич, сотрудники медицинского центра, в котором я работаю, спасаемся шумом от вирусов, которые вы создали. Спасибо. Сейчас в школе Кайлас акция. Многие коллеги хотели бы приобрести вашу продукцию, но техническая поддержка занимается проволочкой. То просят переслать чек оплаты, то скриншот, то отправляют запрос для разбора к менеджеру. Даже если не получается отослать мне шум, пусть эти деньги пойдут как пожертвование и просад на духовное имя, тоже пожертвование. Ну а дальше, как оплачу ступень, тоже ничего не получу. Как поступать, Оксана? Оксана, ну вот прямо сейчас ваше вот это письмо я отправлю в службу поддержки. Я отправлю в службу поддержки, вот сейчас, чат. И сейчас прямо заставлю, чтобы этот чат что-то ответил. И сейчас поддержим. И нужно говорить, что это всегда проволочки. Служба поддержки работает, там работает много людей, обычно это делается быстро. Если взяли деньги в долг, еще незнакомый со школы, так теперь этого не выбраться никогда. Выбраться просто будет сложнее, чем если бы без этого. Это опять я по поводу зуба прохожу бесплатную ступень, извините за наглость, я ни при чем. Ну так и я же ни при чем. Я не буду вам помогать. Если вы хотите себе помочь, используйте практику, представляйте улыбку там, где зубик и так далее. Используйте обезболивающий препарат. Я понимаю, что болит. Мы не можем в это поверить. Сделали, как вы сказали, спросили на спичках, кратник
ли некровная родственница Валентина? Спички показали да. Прочли Уай о чай. Она не останавливается. Как ученики третьей ступени уже чувствуем, что неприятности у нас неспроста. Посоветуйте, как ее остановить и вернуть свое. Спасибо. Читайте дальше Уай о чай. Все, что ваше, все заберете. Можно играть в карты и зарабатывать при этом на жизнь. С точки зрения эзотерики это плохо или нет? Или можно это считать своим бизнесом? Я считаю, что зарабатывание на картах в дальнейшем приведет вас к плохой судьбе. Это неоднократно я видел в жизни. Это веселая жизнь, но она закончится нехорошо. В вашем конкретном случае ни в коем случае не продолжайте. Завязывайте с этим. Будете очень в жизни страдать. Жизнь пойдет дальше. Как обрести здоровье, написали вы. Вот, хорошая тема, мне она нравится. Итак, почему люди болеют? Когда человек стремится к духовному росту, он должен понимать, что основное качество духовности у человека — это ощущение радости и проявление его доброты. И здесь нужно сказать, что доброта есть проявление божественной любви. Когда человек проявляет свою злобу, то он хочет чьей-то боли. Таким образом, когда человек говорит: я тебя там не люблю, ненавижу, злится и так далее, то что он хочет от этого человека? Я бы ее ударил еще там за то, что она себя так ведет. Таким образом, человек хочет, чтобы этот человек почувствовал боль. Таким образом, человек желает, сам этого не понимает. То есть по-другому это звучит так: вы злитесь, вы желаете боли. Тогда тот человек или те люди, или тот социум, которому вы желаете этой боли, они становятся вашими должниками. Когда человек, который на обратной стороне, начинает испытывать боль, то обычно боль приходит не в малых количествах, а в больших. И когда человек испытывает в большом количестве, то в большом количестве он, возможно, не заслуживает эту боль получить или ощутить. И в этот момент происходит обратное движение боли в вашу сторону. Тем самым можно сказать, что человек накапливает состояние болезни в тот момент, когда он испытывает состояние злости по отношению к себе, к окружающим его людям и по отношению к тем людям, которые живут вне его. Как это происходит? Это разочарование приводит к злости, ненависть приводит к злости, эгоизм приводит к злости и так далее. Есть Будда. Его изображают обычно в виде такого синего Будды. Это есть описание этого Будды синего цвета. И есть книга, которая называется Варь Дурьян Бо, что в переводе на русский язык обозначает Будда цветом ляпис лазурит, или Лхандхапс, который буквально звучит как синий цвет. Таким образом, можно сказать, что одна из идей появления изображения синего Будды заключается в том, что синий цвет является цветом добра. Вот смотрите, о чем говорил Иисус Христос. Он говорил в свое время: проявляйте любовь. Но на самом деле любовь может быть злой. То есть в тот момент, когда человек проявляет любовь, то он проявляет ее в злобном виде или нет? Нет. Для того, чтобы проявить любовь, человеку необходимо качество доброты. Нельзя проявить любовь из зла. Не бывает так. Таким образом, человек проявляет свою любовь, исходя из качества своей переполненной доброты. То есть любовь можно проявить только через компонент внутренней доброты. Я добр настолько, что я могу проявить свою любовь. Вот без вот этого качества доброты этого сделать нельзя. И тибетцы считали, что проявление доброты — это цвет синий. То есть человек, который добрый, он синий. Я извиняюсь за такую аналогию. И они говорили, что Бог проявляет свою доброту через небо. Посмотри, небо же голубое, значит, Бог проявляет свою доброту сверху. А потом они говорили: вода проявляет свою доброту из океана. Посмотри, вода же голубая. Так и человек проявляет свою доброту. И там сказано, что если человек представляет себя наполненным в середине себя или внутри себя, своего тела, синим цветом, темно-синей водой, то человек будет всегда
здоровым. Но там есть примета такая. Если он придерживается пути добродетели, что по-другому звучит так: будьте добрыми. Каждое утро просыпаясь, произносите слова: я добрый, добрый человек. Я добрый, добрый человек. Засыпайте со словами: я добрый, добрый человек. Произносите себе их на протяжении дня: я добрый, добрый человек. Поставьте тире, делайте это ежедневно. Вы будете в восторге и в шоке от того, насколько это мощно изменит вашу судьбу. Вся наша злоба, вся наша злость, наше раздражение, разочарование, накопление и так далее, независимо ни от чего, приводит нас к тому, что мы становимся недобрыми людьми, а за недоброту нас наказывает. Душа больше всего боится злобы, так как злоба — это антидот Бога в человеческой душе. Если бы Бог был злым существом, то людей никогда бы не было на планете Земля. И единственное доказательство всемогущества и единственное доказательство доброты по отношению к миру Бога — это наличие самого мира. В том, что мир сейчас существует, разве это не является доказательством того, что Бог, всемогущее существо, хотя многие в это не верят, является существом, которое доброе. Поэтому человек, стремящийся к тому, чтобы быть подобным Богу, должен быть добрым и терпеливым. А мы обычно нетерпеливые, недобрые, ну и в большинстве своем злобные.